Ресторан в небольшом городке Холмридж, неподалеку от канадской границы, был полон посетителей, когда все случилось. 78-летняя вдова Элисон Грей стояла у стойки, когда внезапно крупный мужчина ударил ее по лицу. Женщина упала на плиточный пол, а зал замер, никто не решился вмешаться. Агрессор, местный задира по имени Келвин Брокс, ухмылялся, будто чувствовал себя хозяином этого места. И в этот момент он допустил ошибку, о которой не подозревал. У Элисон был сын, военнослужащий морского подразделения из Ньюпорта, который как раз входил в ресторан. Дверь резко распахнулась, и внутрь вошел Леон Хейс, одетый просто: серая толстовка, джинсы, дорожная обувь. Рядом с ним шла его служебная собака, бельгийская овчарка по кличке Скорт, настороженная и сосредоточенная. Леон приехал без предупреждения, хотел пригласить мать на завтрак. Но едва он переступил порог, Скорт напрягся. Леон увидел свою мать на полу, держащуюся за щеку. А над ней тот самый громила. «Мама», — тихо сказал он. Келвин повернулся с насмешкой. А вот и герой заявился. Скорт зарычал, заставив нескольких посетителей вздрогнуть. Леон аккуратно помог матери подняться, но та прошептала: «Не делай глупостей». Келвин усмехнулся. «Сядь, как все. Или ляжешь рядом с ней». Леон поднялся во весь рост. В его движениях была спокойная уверенность человека, который знает, что способен на большее, чем выглядит. «Ты извинишься. Сейчас», — твердо произнес он. «Что, заставишь?» — хохотнул Келвин и двинулся вперед. Удар так и не достиг цели. Леон молниеносно перехватил запястье, развернул руку нападавшего и прижал мужчину к полу. Скорт стоял рядом, обнажив клыки, достаточно близко, чтобы Келвин почувствовал его дыхание. «Ты напал на пожилую женщину», — сказал Леон ровно, — «и думал, что никто не вмешается. Но всегда найдется тот, кто не боится». В это время один из работников ресторана, женщина по имени Нина, наконец вслух произнесла то, о чем многие знали. «Он держит весь район в страхе, уже годами мы жаловались, но он угрожал каждому». Келвин перестал сопротивляться, страх перегнал наглость. Леон отпустил его, но не отступил. «Уходи. И больше никому здесь не угрожай». Келвин, держась за вывернутое запястье, поспешно выбежал на улицу. Несколько секунд в зале стояла полная тишина, пока подросток не сказал едва слышно: «Спасибо, сэр». И ресторан взорвался аплодисментами. Люди благодарили Леона, гладили Скора, говорили, что слишком долго боялись поднять голос. Элисон взяла сына за руку. «Ты не должен был», — прошептала она. «Мам», — мягко ответил он, — «защищать тебя — моя главная обязанность». Посетители подходили один за другим, благодарили за то, что наконец кто-то остановил человек, которого все боялись. Один пожилой мужчина со слезами на глазах сказал: «Вы напомнили нам, что страх не должен управлять нашей жизнью». Леон улыбнулся. Смелость — это не отсутствие страха. Это действие, несмотря на него. Они сели за стол, а Скорт улегся рядом, положив голову на лапы. Снаружи утреннее солнце наполняло улицу теплом, а внутри люди чувствовали облегчение, будто тень, нависавшая над их сообществом, наконец исчезла. Элисон снова держалась прямо, не одинокая жертва, а мать человека, который пришел вовремя.